Всех приветствую на канале Путь Богача, меня зовут Евгений, и в этом видеоролике я расскажу вам, как не терять свои деньги на новых скам-проектах. Это больше видео подойдет для новичков в криптоиндустрии или для тех, кто просто еще не сталкивался со скам-проектами. Итак, мы начинаем. Перед тем, как залезть в какой-то очередной проект, неизвестный для вас, обязательно посмотрите данное видео. Возможно, оно сбережет ваши финансы. И мы начинаем. За основу я возьму токен, который был создан по мотивам «Игра в кальмара», и создатели его, естественно, очень хорошо распиарили, потом начали продавать, а как только его начали покупать и цена выросла, они обнулили стоимость до нуля и скрылись с более чем 3 с лишним миллиона долларов США. Как это произошло? Давайте я вам расскажу. Данная криптовалюта была запущена анонимными пользователями в конце октября. И, по словам создателей, нужен был этот токен для того, чтобы участвовать в игре по мотивам сериала Netflix, который, естественно, никаким образом не имеет никакого отношения к этому проекту. И при этом инвесторы могли покупать криптовалюту, но не продавать ее. Это самый первый ключевой момент. Как это можно купить токен, но нельзя его продать при этом. Точнее, на что можно рассчитывать, если его можно покупать, но не продавать. И на самом деле такая практика есть, она существует, но если речь идет о более авторитетных проектах, тогда тут как бы повода для переживаний нету. Например, тот же CoinList. Часто на первичных токен-сейлах те же условия при покупке токенов по первичному размещению. Блокировка их составляет там порой полгода и год, и в этом нет ни у кого сомнений, что потом токены не получишь. В то же время тут у нас какие-то анонимные пользователи создают криптовалюту, и ее можно купить, но нельзя продавать. Это очень подозрительно. Первый момент, который должен был смутить пользователей. Но это мало того, что никого не смутило, так еще и токен был распродан за 1 секунду. Это просто какая-то жесть. На что они рассчитывали, я не понимаю. Скорее всего, вот на такие обещания, что после завершения игры, которая так и не состоялась, победители, по словам организаторов, смогли бы вывести средства в национальной валюте. Итак, давайте разбираться, как не напороться на такие проекты и не потерять свои деньги. На самом деле в этом проекте было очень много моментов, которые просто кричали о том, что это скам, мошенники и сюда не нужно влезать. Например, один только факт, что официальный сайт был создан всего за 3 недели и включал в себя много грамматических и орфографических ошибок, это уже говорило о том, что его создали какие-то непонятные личности. Если у вас возникают сомнения по поводу того или иного ресурса, то вы всегда можете зайти в Google, написать domain info и посмотреть его поподробнее, узнать, когда зарегистрирован и много чего интересного. Ну, давайте, допустим, TradingView. Этот сайт не нуждается в проверке, это просто возьму за пример. Смотрите, вот тут написано «зарегистрирован» аж в 2010 году. Последнее обновление было в 2017. Скорее всего, вот они продлили его до 2027 года, в 2017 году на 10 лет вперед. И это очень хороший показатель. Там такого, естественно, не было. Там было вот буквально там недели назад какие-нибудь числа, его только зарегали, и вот уже все, проект везде рекламирует. Это очень ненормально. Далее, в Телеграме у них даже не было возможности оставлять комментарии, а в Твиттере отвечать на сообщения. Вы вообще такое где-нибудь видели? У нормальных проектов всегда есть и канал, и чат. Чат для сообщества, чтобы они могли общаться. Чат, чтобы можно было отвечать на вопросы пользователей, своих новых фанатов и вообще просто помогать им в чем-то. Часто даже разделены чаты по языкам, английский, русский и так далее, но здесь вообще ничего не было. И опять же, многих это не смутило, что каждый был сам по себе. Цена токена очень быстро росла. От $2 всего за несколько дней она взлетела до 2900. И если разработчики кинули всех на 3 миллиона 300 тысяч, а всего было обмануто 40 тысяч инвесторов, то несложно посчитать, что 3 миллиона 300 тысяч делим на 40. И видим, что средняя стоимость входа у каждого была в пределах 50-100 долларов. Вот мы видим среднюю, 82 бакса, потеря каждого инвестора в среднем. Что же делать для того, чтобы не терять деньги? Для начала нужно перестать вестись на подобные заголовки. У игры кальмара появилась официальная криптовалюта. Да где же она официальная? Лишь потом они уже обновили, что эта криптовалюта оказалась мошеннической и что она не имеет никакого отношения к создателям сериала. Хотя якобы в Белой книге было написано, что запущен при поддержке Netflix. Но даже если там эта надпись была, можно всегда взять и проверить, какое-то отношение имеет Netflix к этому или нет. И очень быстро станет понятно, что нет, никто не имеет никакого отношения. Скорее всего, это значит скам.
И несмотря на то, что главным поводом для опасений было то, что никто из купивших криптовалюты не мог ее продавать, это не помешало ведущим информационным агентствам публиковать восторженные заголовки о том, как новая монета взлетела на 83 тысячи процентов и всего лишь-то за несколько дней. Поэтому всегда нужно думать своей головой, всегда нужно взвешенно подходить к тому, куда вы собираетесь инвестировать деньги, изучать проект и никого не слушать. Все эти заголовки пестрящие, это ни о чем не говорят. Да и вообще читайте новости на более авторитетных источниках. Я не рекламирую этот источник, но, например, здесь приятно видеть, что, не восхваляя токен, пишут то, как есть, что она по мотивам сериала создана, но она не является при этом официальным токеном. И то, что CoinMarketCap предупредил, что держатели склад столкнулись с невозможностью продать токен, но это уже как бы говорит о том, что ну а зачем такой токен, который нельзя продать? Если его нельзя продать, а можно купить, то кому потом его продавать и как навариться? Ну, это бред, это чушь, это полнейшая чушь. Идем дальше. Сейчас данный токен торгуется по цене 1 цента, но опущен он был намного ниже. Если посмотреть общее предложение токена, то что у них вообще тут было? Понятно, 800 миллионов, и вот циркулирующее предложение успели они продать 720 миллионов. Как это вообще выглядело? Смотрите, вот цена поднялась очень резко до 2900, а потом просто была обнулена. Вот видно, что даже тут никакого цента в помине не было. Просто всех шваркнули. Такое происходит, когда создатели криптовалюты очень быстро обналичивают ее за реальные деньги. А остальные, все те, кто вложились, они теряют. Они теряют просто за 1 секунду свои финансы. Вот и все. Давайте я вам покажу кое-что интересное. Во время того, как монета соскамилась, ее на стриме показывал Саймон Зе. Надеюсь, правильно я произнес его имя. Ссылку на его канал оставлю в описании. Вот вырезка со стрима. Что произошло So the вообще? market cap $1 trillion. And now the market Oh! Oh! It went to zero! Так соскамилась монета, и в 1 секунду потеряли все свои деньги те, кто в нее вложился. И я хотел бы вам показать еще то, как должен выглядеть более-менее нормальный проект. Я вам сейчас не буду рекламировать этот проект, но тем не менее, если вас заинтересует, то пишите в комментах, я потом сниму про него отдельное видео. Я просто недавно наблюдал за проектом Экковат и тоже прикупил его токенов. Но показать я вам хочу следующее. Вот ребята, допустим, ведут проект, и здесь постоянно в чате активно принимают участие, отвечают на вопросы. Они очень вежливы, они всегда на связи. И самое интересное, что меня поразило, они не скрывают своих лиц. Они вообще ничего не скрывают. Вот, смотрите. Видите, ребята показывают себя в работе, показывают своих детей, показывают жен, партнеров, не знаю, там офисы. И нет такого, что они хотят кого-то обмануть, это просто чувствуется. Потому что если этот парень будет всех обманывать, ну вот уже он показывает своих детей, это надо тогда уже ложиться спать и переживать за них, как по мне. Но они этого не боятся, потому что они никого не хотят обмануть. Они показывают свое производство, чем подкреплен токен. И это здорово, мне кажется, когда проекту можно доверять. Видите, даже номер машины. А ведь по номеру машины можно многое узнать о владельце. Так что, ребята, делайте вывод. Когда заходите в новые проекты, смотрите вообще, что вам известно о нем, что предлагает проект, как он вообще выглядит, какое у него сообщество. Здесь, например, вот 37 тысяч подписчиков, и это только Telegram. А там, я уверен, вообще было, может быть, 1000 какая-нибудь. Поэтому это очень грустно. Это очень грустно, печально, что так людей обманывают. Видите, вот разработчики, много их тут, они все на связи, вот все их аватарки. А там даже писать нельзя было, там чата потому что не было. Ну и что, это нормально? Здесь мы вот можем что-то писать. Ребята, вы были на канале Путь Богача, я думаю, информация достаточно была развернута, вам подана. Если остались вопросы, то пишите в комментах. И обязательно подписывайтесь на канал, если видео было полезным. И не забывайте ставить лайки. Всем до скорых встреч, а на этом у меня все.